Бизон – самая настоящая боевая машина. Очень мощное, тяжелое и достаточно агрессивное животное, которое одним лишь своим видом может вселять страх и панику. В своем арсенале бизон имеет колющее оружие, его острые рога, а также дробящие, крепкие копыта. Этот монстр чрезвычайно опасен для любого, кто попробует проявить к нему недоброжелательность. Бизон отличается массивным строением тела, которое достигает 3 метров в длину с общей массой от 500 кг до тонны. И несмотря на то, что внешне бизон может напоминать неуклюжий гигантский комок шерсти, это весьма быстрое и проворное животное, которое при беге способно достигать скорости до 65 км в час. Набрав максимальную скорость, бизон в силах поддерживать быстрый темп до 8 км. Этот живой таран из горы и мышц может устранить любого, кто станет на его пути. Стычки бизонов выглядят очень эффектно и феерично. Самцы бизонов очень сильные и часто впадают в ярость, устраивая конфликты между собой. У бизона мощный лоб и широкие плечи, а шерсть на его голове играет роль защитного шлема толщиной 8 см, которая прекрасно поглощает удары соперника. Битвы бизонов бывают агрессивными и резкими в движении, а каждое столкновение лбами и удары рогами может стать для любого из них фатальным. Кажется, будто начинает дрожать земля, когда горы мышц весом в тонну сталкиваются друг с другом. В моменты противостояния лучше держаться подальше от этих великанов. В моменты схватки животные могут выбегать на проезжую часть. С такого разбега бизон способен снести в канаву даже автомобиль. Собака породы питбуль разбежалась как обычно, ведь она привыкла, что от нее многие убегают, но тут случилась неожиданность. Туристы сняли на видео, как агрессивный носорог приблизился к стаду бизонов и проявил агрессию. Обратите внимание на то, что бизон даже не пошатнулся, он принял защитную позицию и резко дал отпор. Ощутив всю мощь бизона, носорог быстро развернулся и начал убегать. Когда приходят холода, природа становится самым суровым и сложным испытанием для этих гигантов. Реки таят особенную опасность, так как из-за течения в определенных участках толщина льда неравномерная, и это допустимо сравнить с минным полем, ведь сделав неверный шаг, можно оказаться в ловушке, выбраться из которой удается не всем животным. В панике бизон очень быстро теряет силы и ослабевает. Другие члены стада почти всегда приходят на помощь, но сами тоже рискуют оказаться в такой же безвыходной ситуации. Под тяжестью копыт кромка льда всегда ломается, и любые движения спастись не дают желаемого результата. С каждой минутой шансы выбраться из ловушки угасают. Иногда природа становится для бизона страшнее других врагов. Небольшое стадо оленей столкнулись с бизонами возле кормушки, которую построили лесники. Из каждого стада вышли по доминирующему самцу, чтобы побороться за территорию и отогнать конкурентов.
Вожак оленей атаковал первым и мгновенно получил ответный удар бизона, от которого попятился назад и ушел в лес. Таких сильных соперников олень еще не встречал. Несмотря на то, что рога оленя большие и острые, бизон легко дает ему отпор и может даже совершить несколько бросков, перекинув его через себя. Волки являются опасными для бизонов, так как они собираются в стаю и используют эффективную тактику охоты. Они окружают стадо и стараются напасть на самое слабое или маленькое животное, ведь со взрослым быком справиться очень сложно. Родители защищают своих малышей и пресекают все попытки утащить молодняк. Иногда вожак может пожертвовать одной особью ради того, чтобы сохранить все стадо. Выбрав слабую жертву, моментально подключаются остальные волки, и даже не верится, что они способны остановить такое габаритное животное. Даже небольшой бизон считается трудной добычей, ведь он обладает огромной силой и выносливостью, а в борьбе за жизнь отважно проявляет упорство и стойкость. Бизон – самая настоящая стенобитная машина, но волки понимают, что это их единственный шанс выжить и беспощадно стремятся победить, ведь такая большая туша в дальнейшем будет кормить их несколько недель. Выдохшись, обои берут небольшой перерыв, после чего противостояние продолжается снова, и так может длиться больше часа. Результат длительного противостояния очевиден. Бывают моменты атаки одинокого волка. Нередко молодой и неопытный волк слишком уверен в себе, несколько раз подставившись под твердые копыта, у него пропадает всякое желание продолжать борьбу. Толстый слой жира и густая шерсть спасают бизонов от пронизывающего ветра и холода. Эти величественные животные выдерживают морозы до 30 градусов. Этот медведь понял, что бизон настроен решительно, и начал убегать без оглядки. Единственным местом спасения было дерево, на которое косолапый быстро залез. Телята являются главным объектом преследования. Как и волки-медведи, пытаются поймать слабое животное, которое можно легко и быстро сокрушить. Одинокий молодой бизон стал легкой добычей для медведя-гризли. Переправляясь через реку, маленький теленок отстал от своего стада и сразу привлек внимание волка. Для хищника это идеальный подарок. Мать быстро нашла своего малыша и стала на защиту, а интерес волка заметно угас, и ему пришлось отступить. Как уже было сказано, на взрослых бизонов волки нападают очень редко, но именно с ними приходится сталкиваться, когда нападают на молодняк. Даже большой стае волков нелегко отбить детеныша, ведь теленок ловко прячется за матерью, как за каменной стеной. Отбивши все атаки хищников, им удалось уйти от погони. Лошади – грациозные животные. Этот бизон проверил на стойкость лошадь, но они совсем не соперники для этого мощного ударного молота. Большие стада бизонов часто выбегают на дорогу, и для этих животных нет никаких препятствий. Можно только представить, что чувствует водитель, наблюдая за этими великанами, ведь никогда не знаешь, что у них на уме. Опытные водители осведомлены и не сигналят бизонам, ведь им это может не понравиться.
Целая колонна может сопровождать бизона несколько километров, пока тот не уйдет в сторону. Не рекомендуется кормить животное из машины, так как есть вероятность, что, высовывая свои рога, бизон выдернет их вместе с дверями. Он уже давно стал настоящей легендой, величественный хозяин североамериканского континента – бизон. Спасибо за просмотр, дорогие друзья, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.